Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на ноябрь 2022 года. Сегодня в работе я использую таро «Красота ужаса», а также Ленорман «Силуэт». Колоды очень так подходят к текущему настроению ноября, поэтому будем с вами просматривать событийный ряд и смотреть, к чему вам готовиться, что вас здесь порадует, а что удивит. Общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видны. Приступим. Итак, общие энергии этого месяца. У вас здесь ложится королева чаш. Ну, по сути, вы собственной персоной. Для мужчин это просто как бы энергия вашего знака. Это взаимодействие с женщиной, как правило, водной стихии, рак, скорпион или рыбы, или просто женщины очень эмоциональной, чувственной, эмпатичной, творческой личностью, очень женщиной такой ранимой, но вместе с тем, которая вас будет обволакивать заботой, любовью, поддержкой. Вообще, это карта творчества, это карта душевного комфорта, это усмирить свои эмоциональные переживания. Поэтому для некоторых из вас она может символизировать проработку ваших психоэмоциональных блоков. Вне зависимости от того, вы будете это делать самостоятельно, либо вы будете обращаться к специалисту. Но вот дотягиваю для вас аркан, здесь шестерка мечей, он как раз и показывает, что здесь насыщаться эмоционально-энергетически за счет путешествий, за счет новых впечатлений, ну и за счет взаимодействия с третьими лицами, которые вам дают как новый толчок и мотивацию в жизни. Если карты будем смотреть на работу, и у вас здесь, как вы видите, ложится паж жезлов, карта мотивации, интерес, любопытство, желание проявить себя в какой-то новой ипостаси, попробовать что-то новое. Даже если вы уже длительный период работаете на престижной должности, это все равно желание двигаться вперед, жить, творить, добиваться новых вершин. То есть здесь вами будет двигать мотивация, попытки, знаете, как стремиться к чему-то большему. Если эту ситуацию просмотрим для тех, кто у нас сейчас по ряду причин не работает и работать не может, то что могу сказать? По девятке чаш это жить в свое удовольствие, в свою зону комфорта. Ситуация для вас останется неизменной, но я не вижу, что вы особо по этому поводу переживали. Потому что здесь это есть возможность посвятить себе время, заняться любимым делом, либо, в принципе, знаете, как развиваться творчески. Поэтому карты у вас здесь прекрасные, но я не вижу вашей попытки пытаться даже вот монетизировать свое хобби, либо раскрываться в этом направлении. Это просто, говорю, для души, для тела. Если же вы все-таки работу ищете, то паж жезлов и семерка чаш – это попытки определить, в какой же все-таки сфере вам пытаться раскрыть свой потенциал, свои возможности. Потому что тяга у вас может быть здесь ко многим вещам, но нет понимания, а что же все-таки будет длительный период вас питать, что не будет вызывать профвыгорание. Хотя могу сказать, зная уже, скажем так, просмотрев многие судьбы на консультациях, даже если вы очень сильно любите свою работу, вы горите, вы живете, периодически у всех из нас наступают периоды эмоционального выгорания, когда нужно просто отдохнуть, эмоционально переключиться на другие задачи и потом вновь с новыми силами возвращаться в прежнюю деятельность. Ну, то есть здесь искать себя, здесь трудоустройства нет. Если же вы наемный сотрудник, то паж жезлов и повешенный. Для кого-то это период застоя. Почему застоя? То есть это может быть отпуск, это может быть больничный, но при всем при этом вы не оставляете попыток искать себя, свою реализацию, какие-то возможности. Но единственное, с чем вам придется бороться, видите, здесь этот повешенный очень сильно боится летучих мышей. Так вот и вам нужно будет преодолевать чувство внутреннего дискомфорта, чувство страха, что-то поменять, идти в новое, потому что, естественно, как любой человек, вы боитесь здесь прогадать, оставить какие-то перспективные возможности и уйти в никуда. Поэтому, конечно, здесь идет акцент на том, чтобы вы подготовили себе какую-то почву, базу, и уже на подготовленный ресурс, плацдарм вы уходили.
Если же у вас свой собственный бизнес, то паж жезлов и туз жезлов. Помимо того, что вы имеете, это еще активно вливаться в новое. По этим картам новое начало, мотивация. Вот прям интересно, знаете, когда вы горите каким-то новым делом, новым впечатлением, новой работой и будете прикладывать к этому массу усилий. Тем более для вас это действительно перспективно. Если смотреть финансовую сторону вопроса, то здесь жизнь полная чаша, тройка чаш. Вы живете в свое удовольствие, ни в чем себе не отказываете. Хватает и на бытовые аспекты, хватает и на отдых, и на развлечения. То есть переживать здесь не о чем. Более того, по тройке чаш здесь могут быть траты сопряжены с днями рождениями, свадьбами, какими-то мероприятиями, на которые вас могут приглашать. Но для вас это как приятные траты. Траты, которые приносят радость, дают удовольствие, дают, ну, в первую очередь, знаете, комфорт от того, что вы тратите деньги. Ну и, конечно же, это череда ваших дней рождения и траты на любимые вещи, на себя любимых, поэтому здесь все прекрасно. Если смотреть вопросы здоровья, Луна. По Луне рекомендую обратить внимание на вопросы гормонального фона. Если у кого-то есть, это не проблема с деторождением, ну вот кто там не мог вынашивать детей и так далее, то здесь нужно пересмотреть еще, в принципе, состояние здоровья вашего партнера, потому что Луна сама по себе это карта деторождения, карта зачатия, но если что-то там не получается, какие-то проблемы, здесь нужно еще смотреть вашу вторую половину. Еще по Луне, поскольку все-таки иногда карта указывает на бессонницу, на внутренние страхи, я дотягиваю, будет ли у вас здесь с этим проблемы, по королю жезлов нет. Это все-таки вопросы гормонального фона, вопросы, связанные с диетой и, знаете, как перестройка, адаптации на новую пищу, опять же, на корректировку режима дня, потому что Луна, опять же, это соблюдение циклов, то есть работы, отдыха, то есть бодрствования, сна. Если смотреть вопросы личной жизни, тройка пентаклей. По тройке пентаклей это активная работа. А вот на чем будем сейчас смотреть? Потому что для кого-то эта карта сулит служебный роман, а для кого-то быть замужем за работой. Поэтому посмотрим, чем она знаменуется для вас. Итак, если на текущем этапе своей жизни вы свободны, то здесь у нас тройка пентаклей и шестерка чаш. Речь идет о том, что вы будете пытаться работать, исправлять ошибки и вкладываться в отношения прошлого. Пытаться их реанимировать, восстановить, ну и дать им новую жизнь, новые эмоции, новые чувства. Если же вы в любовных треугольниках, тройка пентаклей и мир, вот здесь это понять для себя, какие из отношений для вас являются более продуктивными и плодотворными. Потому что эта связка карт указывает на вашу мотивацию выйти на новые возможности. Причем для вас эти возможности в первую очередь кроются в материальном. То есть это не просто стабильный быт и закрытые бытовые базовые потребности. Ну, по принципу, там, если берем мужчину, да, то для мужчины там это уют и комфорт в доме, своевременный приготовленный вкусный ужин, там ухоженные дети, забота о нем любимом. Но здесь это в первую очередь желание целостно расти вместе с партнершей, допустим, чего-то нового добиваться. Потому что здесь по этим арканам очень вам важно, чтобы партнер или партнерша вас стимулировали к развитию. То есть вы как сами в это будете вкладываться, над этим работать. Ну и такового требовать от вашей второй половины. Потому что здесь это, знаете, как желание быть лучше для любимого человека. Для любовника, либо любовницы, потому что конкретно здесь идет речь об отношениях, которые у вас на стороне. И если у вас стабильные связи, то тройка пентаклей и маг. Опять же, здесь это могут быть планы, цели на совместный бизнес, на совместную деятельность, на, в принципе, и знаете, как ситуация, которая вас будет сплочать. Как бы это странно ни прозвучало, но для вас, допустим, совместный бизнес будет не в минус, а в плюс. Потому что это идеи, это интересы, которые напитывают, дают вам возможность жить на широкую ногу, сплочают вас на ментальном, эмоциональном и потом, знаете, как на физическом уровне. Уж простите, это когда вы можете в сексуальном контексте праздновать свои какие-то достижения, победу, там, выигранный контракт, тендер и так далее. Но вот об этом говорят карты. Ну и еще, конечно же, тройка пентаклей и маг, это может быть
кропотливая работа со специалистом, будь то семейный психолог, или, может быть, коуч, духовный наставник, который вам поможет проработать свои грехи в отношениях, исправить модель поведения и каким-то образом сплотить ваш союз. Совет. У вас солнышко, солнце. Будьте оптимистом. Получайте радость от каждой минуты, от каждого дня. Наслаждайтесь, больше отдыхайте, путешествуйте. То есть, понятно, что у каждого это в меру ваших ресурсов, ваших возможностей, временных и финансовых, но вкладывайте в себя, получайте больше впечатлений, потому что солнце, безусловно, это жить здесь и сейчас, но это еще получать эмоциональный план, который вас будет греть, подпитывать долгий период. Вот как солнце дает свои лучи, и вы напитываетесь, так и вы, знаете, получаете запал энергии, эмоций, который вот вас держит в тонусе, держит вас в драйве. Посмотрим, что у вас в плане неожиданности периода, что будет здесь. Какова ситуация? Рыбы, женщина, гора. Так, у нас сердце. Но на самом деле карты прекрасны, потому что в первую очередь здесь идет речь о том, что если для мужчины, то это обретение женщины, которая в него вкладывается эмоционально, и в зону комфорта, и финансово может вкладываться. И за ней, как бы это странно ни прозвучало, как за каменной стеной. Для женщины это в первую очередь преодолевать препятствия, убирать свои какие-то эмоциональные блоки, сердечные привязанности к бывшим, потому что, знаете, убрать то, что вам мешает строить личную жизнь. Поэтому тоже прекрасно. И карта, знаете, у вас как легкости, эмоционального подъема, радости. Почему? Потому что здесь как преодолеть какие-то проблемы, вершины, видите, как скосить, потому что гора коса, нашла коса на камень, убрать это препятствие. И видите, у вас здесь ложится якорь и леса. Проявить хитрость, мудрость, сноровку и стабилизировать любую ситуацию. Что само по себе замечательно. У вас месяц, как у немногих знаков зодиака, я считаю, потрясающий. Поэтому наша задача только закрепить результат. Поэтому радости вам, довольства, исполнения ваших желаний, ваших целей, ваших стремлений. Будьте хозяином жизни, своего положения и радости вам искренней, радости вам огромной и самое главное, знаете, какой нескончаемой. Пусть вся жизнь у вас идет на оптимизме. Вот таким у вас вышел расклад. Верю в то, что информация для вас будет во благо. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.